Привет, друзья! В ближайшие дни Европу ждут события, которые могут изменить политический баланс в Брюсселе. В Германии тем временем обостряются споры о будущем социальной системы, а одно неожиданное решение крупной компании вызвало широкий резонанс. Параллельно эксперты предупреждают о новых проблемах с интеграцией мигрантов в Германии. Брюссель делает рискованный шаг в отношении немецких фанатов, и это вызывает обеспокоенность, а рейтинг страны в глазах приезжих оказался совсем не тем, каким ожидали. И все это на фоне перемен в промышленности и транспортной сфере. Но давайте обо всем по порядку, и вы удивитесь, как эти истории переплетаются между собой. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе главных последних новостей Германии и Европы. Итак, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен окажется в центре дебата в Европарламенте в начале октября. Две разные фракции уже подали запросы о выражении недоверия, и на пленарной сессии с 6 по 9 октября 2025 года должны будут проходить дебаты и голосование по ним. Одну инициативу внесла крайне правая группировка «Патриоты за Европу», другую – фракция «Левая». Крайне правая часть критикует фон дер Ляйен за ее климатическую политику и миграционную стратегию, а также обвиняет ее в непрозрачности и цензуре. Левая, в свою очередь, высказывает претензии к торговым соглашениям, к отсутствию реакции на гуманитарную ситуацию в Газе и к тому, что комиссия недостаточно уважает права парламента. Для того, чтобы подобный запрос был принят к рассмотрению, он должен быть поддержан, по крайней мере, 10% депутатов. Если один из запросов будет все-таки утвержден, то Европейская комиссия целиком должна будет уйти в отставку. А дальше еще интереснее. Благотворительная организация Мальтезер предупредила о риске ухудшения интеграции детей с миграционным происхождением в Германии. По их данным, такие школьники заметно реже получают дипломы, открывающие путь в гимназии и университеты. Федеральное статистическое ведомство Германии подтверждает, уровень выпуска среди них ниже среднего. Эксперты объясняют это тем, что многие дети приходят в школу с недостаточными знаниями немецкого языка, особенно если дома говорят на другом языке или родители имеют низкий уровень образования. Дополнительная проблема – меньшее участие в детских садах. Среди 3-6-летних с миграционным фоном посещаемость составляет около 78%, тогда как среди детей без миграционного фона она почти 100%. Мальтезер призывает власти и регионы развивать программы ранней языковой поддержки, облегчать доступ к детским садам и помогать семьям, чтобы повысить шансы этих детей на успешное образование и полноценную интеграцию в общество. И это еще не все. Брюссель одобрил крупные планы Германии по заимствованиям, несмотря на то, что объемы долгов будут рекордными. По оценке Европейской комиссии, федеральный бюджетный план Германии на период с 2025 по 2031 год соответствует нормам Европейского Союза по государственным финансам. Ключевая здесь особенность. Для расходов на оборону введенная особая исключительная норма. Германия сможет занимать деньги сверх допустимых пределов без риска наказания, если превышение связано именно с военными инвестициями. Правительство Германии намерено направить просто гигантские средства на инфраструктуру, климатическую защиту и оборону. Для этого было ослаблено правило, которое ограничивало на новые долги, закрепленные в основном в законе. Создан особый фонд в размере, я напомню, 500 миллиардов евро для этих задач. Европейские правила, такие как стабильность и рост, предусматривают, что государственный долг страны не должен превышать, внимание, 60% от ВВП, а дефицит бюджета 3%. По прогнозам, Германия временно превысит норму дефицита. Однако, по мнению Брюсселя, это допустимо в рамках правил, особенно при активизации исключения для оборонных расходов. Ожидается, что с точки зрения долговой нагрузки Германия поднимется до уровня примерно 67% от ВВП. Но это не вызовет сенсации, если превышение окажется временным и будет обосновано. И еще одна важная новость. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к черно-красной коалиции правительства, Союзу Христианско-демократическому союзу, Социал-демократической партии с призывом к умеренным, но действительным социальным реформам. Он выступил с этой речью на Конгрессе социальной политики в Эрфурте.
Штайнмайер подчеркнул, что система социальной защиты скрипит, и ее нужно сделать более эффективной и ориентированной на граждан. При этом он предупредил, что реформы нельзя проводить с бензопилой, то есть с радикальными и грубыми методами. Среди предложенных мер это устранение неправильных стимулов в системе, точечное распределение социальных пособий, борьба с мошенничеством, снижение дублирующих обращений за помощью, улучшение сотрудничества между социальными ведомствами и цифровизация административных процессов. Штайнмайер обратился к коалиции напрямую. Он призвал правительство не отвлекаться на какие-то партийные интересы или опросы общественного мнения, а делать то, на что оно избрано, принимать сложные решения на благо всей страны. По мнению президента Германии, если реформы будут продуманы и справедливы, они могут восстановить доверие людей к институтам и показать, что государство способно решать проблемы. Но давайте посмотрим на новости промышленности Германии. Компания Henkel, все вы ее знаете, решила прекратить производство легендарного мыла Фа. После 71 года присутствия на рынке этот продукт больше не будет выпускать. Это решение уже вступило в силу в начале 2025 года. Последние остатки мыла распродаются, но больше его не будут производить ни в Германии, ни за границей. Почему так решили? Компания Henkel объясняет, что пересматривают ассортимент и хотят сосредоточиться на продуктах, которые растут быстрее и приносят большую маржу. Мыло Фа не вписывалось в эту стратегию. Я напомню, что бренд Фа известен еще с 1954 года, особенно в Германии. Мыло стало культовым продуктом личной гигиены, запомнилось благодаря ярким рекламным кампаниям. Свежесть, лимон, чувствительный образ, и все это ассоциировалось с Фа. В 1960-х годах рекламу дополняли слоганы вроде «с дикой свежестью лимона», а в восточной части страны мыло часто входило в состав посылок из Запада. Сейчас бренд Фа останется при жизни, Henkel продолжает выпускать другие продукты под этим именем, например, гели для душа и дезодоранты. А дальше новости, которые показывают, как Германия относится к мигрантам. Согласно опросу международной платформы International, Германия оказалась одной из наименее привлекательных стран для людей, переезжающих на постоянное место жительства. В рейтинге Expat Insider страна заняла, внимание, 42 место из 46 по уровню дружелюбия и интеграции. Хуже оказались только Норвегия, Австрия, Чехия и Кувейт. Лишь 55% опрошенных, которые выбрали Германию для жизни, заявили, что довольны условиями здесь, тогда как в среднем по миру этот показатель, я напомню, достигает 67%. Особенно слабо Германия выделяется в категории культура гостеприимства, 43 место из 46. Почти половина участников исследования признались, что их основное общение происходит в кругу других мигрантов, а не местных жителей. Только 36% довольны своей социальной жизнью, что на 16% меньше, чем в среднем по миру. Кроме того, менее 2 из 5 респондентов, около 39% считают, что немцы относятся к приезжим дружелюбно. Результаты исследования показывают, что Германия пока остается страной с ограниченными возможностями для комфортной интеграции новых жителей. И еще автомобильные новости. В Германии наблюдается значительный рост числа зарядных станций для электромобилей. По данным Федеральной ассоциации немецкой энергетики и водоснабжения, в первой половине 2025 года было подключено, внимание, 20 тысяч новых зарядных пунктов, что составляет увеличение на 11%. Сейчас общее количество зарядных точек в стране достигло 184 тысяч, а установленная мощность составляет 8,5 гигаватт. В ответ на растущий спрос в настоящее время разрабатывается зарядная инфраструктура для грузовых автомобилей. На данный момент существует 70 зарядных станций для грузового транспорта. Несмотря на увеличение числа зарядных точек, некоторые регионы, особенно сельские, сталкиваются с нехваткой инфраструктуры. В крупных городах владельцы электромобилей чаще имеют доступ к зарядным станциям в пределах 1 километра от дома, в то время как в сельской местности ситуация может быть иной. Для дальнейшего развития электромобильности необходимо продолжать расширение зарядной инфраструктуры, особенно в регионах с низкой плотностью зарядных станций. Это обеспечит удобство и доступность зарядки для всех пользователей электромобилей. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.